Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня будем говорить о войне во Вьетнаме. Спасибо всем, благодаря кому мы можем записывать эту лекцию. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и сделать репост, и вы очень нам этим поможете. В 1954 году Франция уже 9-й год, 1946 года, воевала с движением Вьет-Минь, движением за независимый Вьетнам. Французы не хотели отдавать свою колонию. Война была долгая, было много жертв, много жестокостей. В 1954 году французы большие надежды связывали с операцией, в которой они хотели сконцентрировать войска в городе Дьен-Бен-Фу, таким образом перекрыть линии поставок вьетнамских для фронта. В Дьен-Бен-Фу было собрано много французских войск. Они были уверены, что легко нанесут поражение вьетнамцам. Они недооценили тот факт, который много раз потом будут американцы тоже недооценивать, что вьетнамцы способны оказались на совершение действий, требующих огромных затрат человеческих сил. Это вот тот капитал, которым Вьетнам располагал и которым очень легко распоряжался. Вьетнамские солдаты на руках перетащили через горы артиллерию, орудия противовоздушной обороны. И французы считали, что они здесь встретятся только с легко вооруженной пехотой, а вдруг на горах вокруг города появилось множество орудий, начался артобстрел. При этом французы были уверены, что их будут снабжать их самолеты, но вьетнамцы обстреливали авиацию. Потом они перешли в наступление. Снабжение оказалось вообще невозможным. В городе начался голод. Через 2 с лишним месяца стало ясно, что французы не могут удержать город. Французская армия капитулировала. В плен попало около 11 тысяч человек, а домой после заключения мира вернулось 3300. Остальные погибли в плену. Прошло 14 лет. 1968 год. Совсем другая ситуация. Во Вьетнаме уже воюют американцы. Воюют долго, ведут страшную, кровавую, грязную войну. Все обозлены до предела. 16 марта 1968 года рота Си, рота Чарли, как они ее называли, под командованием лейтенанта Келли, получает приказание занять деревню Милай. На самом деле там даже было 2 деревни. Капитан Эрнст Медина, который отдавал приказание, сказал, что все мирные жители ушли на рынок. Это был базарный день. Все те, кто остались в деревнях, это наверняка бойцы Вьетконга, то есть партизаны коммунистические. Их надо уничтожить. Позже, когда уже шло разбирательство, там разные совершенно приводились свидетельства. Непонятно, что конкретно сказал Медина. Он вообще утверждал, что он никакого приказа не отдавал. Непонятно, что сказал Келли. Там вроде бы они его спросили, а если там будут мирные жители? Судя по этим разным свидетельствам, он сказал что-то типа того, что кто бы они ни были, это вьетконговцы. Один солдат потом свидетельствовал, что прозвучали такие слова. Никто из тех, кто стоит на своих ногах, не должен там остаться. Они все вьетконговцы, они все партизаны. Рота вошла в деревню, где были только мирные жители. Старики, женщины, дети, которые как раз готовились отправиться на рынок. Они сначала даже не поняли, что происходит. Когда их начали убивать, начали сгонять в кучки, расстреливать. Женщины пытались закрыть телами детей, расстреливали матерей. Дети выползали из-под этих мертвых тел. Их убивали тоже. Никто не посчитал точно, сколько было изнасилований. Ясно, что очень много. Есть мнение, что 347 человек было убито, что 504 человека. Но ясно, что это все были мирные жители. При этом из состава роты там 3 солдата пытались помешать этим всем зверствам. Один выстрелил себе в ногу для того, чтобы не выполнять приказы, не участвовать в этом. А остальные даже с некоторым весельем, потому что там был фотограф с ними, который фиксировал то, что происходит. Как они даже со смехом там хватали женщин, начинали их терзать. Ну, ужасные всякие происходили совершенно вещи. Сверху пролетал вертолет. И вот команда этого вертолета во главе с пилотом Хью Томпсоном, они опустились, и они стали спрашивать, вы что делаете? То есть даже сверху было видно, что тут происходит. На что лейтенант Келли сказал, мы выполняем приказ. Томпсон и его люди, они спасли там около 10 человек, вывезли
оттуда. Но это произошла вот эта страшная жуткая бойня, одно из самых знаменитых трагических событий Вьетнамской войны, хотя уж там трагических событий было полным-полно. И какое-то время, несмотря на то, что Томпсон доложил о том, что он видел, вроде бы как никто ничего не знал. Мало того, Келли отчитался о выполненной операции. Был объявлен приказ о том, что вот эта рота уничтожила в тяжелом бою, который длился целый день, хотя им никто не оказывал сопротивления. Они уничтожили 128 партизан, но и еще пострадало 22 мирных жителя. И вот за этот тяжелый бой, в котором солдаты проявили такое мужество, им была вынесена благодарность. Дальше сведения стали просачиваться. Вскоре после этого один солдат, которого звали Том Гленн, парень 21 года, написал письмо генералу Абрамсу не про этот случай, а в целом про то, какие жестокости творят американские войска. Вроде бы как ничего не подействовало. Был другой человек, которого звали Рональд Райденауэр. Он пролетал на вертолете над Милай через несколько дней и видел то, что там валяющиеся тела женщин, детей. Он написал письмо 30 конгрессменам, командующим штабов и президенту с описанием того, что он видел. Опять как-то неясно. Очевидно, как-то под шумок отреагировали, потому что армия арестовала лейтенанта Келли, его вывезли в Америку, его стали судить, но никто про это не знал, ничего не афишировалось. Прошло несколько месяцев, и в ноябре журналисту Сеймуру Хершу какой-то его источник сказал, что, а вот ты знаешь, в штате Джорджия на военной базе судят лейтенанта за какие-то жуткие зверства. И Херш отправился туда, и он сумел найти выход на этот суд, и он интервьюировал Келли, и он собрал материалы. И дальше сначала он тоже отправил в журнал Life, еще куда-то, материалы отвергли. И потом ему удалось все-таки, он связался с таким антивоенным агентством, которое распространяло новости. И 13 ноября 1968 года статья его о том, что происходило в Милай, была опубликована сразу в 35 изданиях, что произвело невероятное впечатление на всю Америку и на весь мир. Оказалось, что фотограф, который там был, Рональд Хаберли, у него было много фотографий. Он был армейский фотограф, у него была с собой черно-белая камера, которую армия выдала, а еще у него была собственная камера, цветная. И вот он на свою камеру снимал то, что там происходило. Он сделал много жутких фотографий. Там такая страшная фотография, когда несколько женщин и детей сбиты в такую кучку. Он подошел, когда солдаты пытались сорвать кофту с молодой девушки, а старая женщина, там, очевидно, ее мать, пыталась ее загородить своим телом. А они там ее пихали, эту старуху нам на землю бросили, еще что-то. А увидев фотографа, они остановились. И он сфотографировал эту группу. И как только он отошел, он услышал выстрел, он понял, что они их всех расстреляли. И он много там сделал тоже фотографий тел лежащих. И вот такая интересная вещь, что прежде чем опубликовать эти фотографии, которые тоже облетели весь мир, он посмотрел и увидел, что на нескольких из них видны лица солдат, которые убивают мирных жителей. И он уничтожил эти фотографии. И потом он объяснил так, он сказал, что я решил, почему я буду обвинять вот именно этих нескольких человек. Вот мы все виновны, все те, кто там были. Было разбирательство. Уильяма Келли сначала приговорили к пожизненному, потом ему уменьшили срок, потом вообще на время апелляции он сидел под домашним арестом, потом его освободили. Капитан Медина, который вроде бы как давал приказ Келли, утверждал, что он никакого приказа не отдавал, он был оправдан. Никто не смог доказать того, что он давал этот приказ. Наказан никто не был. Через много лет лейтенант Келли сказал, что он каждый день сожалеет о том, что происходило, но он по-прежнему повторил то, что он говорил на суде, что он просто выполнял приказ. Это был 1968 год. Проходит еще 7 лет. Война закончилась. 1975 год. Американцы ушли, армия Северного Вьетнама занимает Сайгон, оттуда в панике бегут тысячи людей. И с этого момента начинается такая струйка сначала беженцев, которые пытаются уехать из Вьетнама. Постепенно их все больше и больше. 1978-1979 год – это такой пик, когда тысячи людей пытаются покинуть Вьетнам. В основном они спасаются морским путем. По суше особенно некуда было идти. Считается, что с 1975 по 1995 год вот к 1995-му окончательно этот кризис был разрешен. И все беженцы
куда-то были устроены. Вот считается, что за это время добрались до разных стран, а они добирались по океану до Гонконга, до Филиппин, до Индонезии, до Малайзии. То есть это вообще очень большие расстояния. Вот считается, что добралось около 800 тысяч человек. Сколько погибло в море, естественно, никто не знает, но по примерным оценкам там от 200 до 400 тысяч человек. Те, кто побогаче, выправляли документы, покупали место на корабле для себя, для своих родных, отплывали на больших кораблях. Считалось, что в среднем на взрослого вся эта процедура, которая, естественно, была очень коррумпированная, получение документов, получение места на корабле, это все стоило около $3000. Для ребенка примерно половина. Учитывая, что в Вьетнаме большие семьи, это получалась очень большая сумма. Те, кто не могли этого делать, естественно, пытались действовать незаконно, уплывали на каких-то крошечных лодочках перегруженных. Огромную часть этих беженцев составляли те, кого во Вьетнаме называли хоа, то есть это этнические китайцы. И их положение было сложным очень во Вьетнаме, во-первых, потому что большая часть китайцев занималась торговлей во Вьетнаме, и коммунистическое правительство начало их душить непомерными налогами и отнимать у них их крошечный бизнес, и ссылать их. Это одно. С другой стороны, у Вьетнама были испорчены отношения с Китаем, соответственно, их воспринимали как такую пятую колонну. Какая-то часть из них по суше пыталась добраться до Китая, какая-то тоже на кораблях. И вот эти волны беженцев ударялись о побережье стран Юго-Восточной Азии, а эти страны тоже не такие уж богатые, не такие уж сильные, не такие уж доброжелательные, скажем так. Они принимали этих беженцев, селили их в лагерях, где был остров, который был рассчитан на несколько сот человек, там было помещено несколько десятков тысяч. Они находились в ужасающем положении. Несколько больших кораблей подходили, там прежде всего к Индонезии они шли, подходили к Индонезии, а их не пускали на берег. Но корабль не возвращался, он стоял у берега. Естественно, там начался голод, отсутствие гигиены, начинались болезни. Это был жуткий такой кризис. И вот поразительное дело. К этому моменту вообще все знали про Холокост, все слышали про эти корабли с евреями, которые пытались бежать из Европы, которых заворачивали. И здесь разворачивалось что-то в этом роде. Когда стало ясно, что большие корабли не пускают, все больше людей отправлялось на этих крошечных лодочках, конечно, перегруженных, конечно, погибавших из-за штормов. Плюс на них нападали пираты, которые тоже там грабили, убивали, насиловали женщин. Творилось что-то совершенно ужасающее. В 1979 году в Женеве проходила конференция, посвященная судьбе вот этих беженцев. Никто особенно не хотел уступать, но в конце концов договорились, что страны Юго-Восточной Азии, которые просто уже действительно не могли больше принимать, что они будут их принимать временно, что страны западные будут постепенно обеспечивать их переселение на Запад, а Вьетнам обеспечит такое упорядоченное переселение не по морю, а по суше, будут выдавать документы, будут постепенно их выпускать. И как-то договорились. Поток продолжался все равно, потому что во Вьетнаме шли аресты, людей отправляли в то, что называлось лагеря перевоспитания, где люди трудились в ужасающих условиях, или же их насильно отправляли осваивать незаселенные зоны Вьетнама в джунглях. Там очень все было страшно, соответственно, беженцы продолжались. И лагеря беженцев далеко не сразу освобождались, вот только в первой половине 90-х, наконец, из всех этих лагерей беженцев переселили в другие страны. И вот эти три истории для меня, они выстраиваются в такую цепочку жуткого насилия, творившегося во Вьетнаме в течение многих десятилетий, когда один ужас сменяет другой. Когда мы говорим «война во Вьетнаме», то мы имеем в виду прежде всего то, что там творилось, когда там были американские войска. Понятно, что это наш взгляд во многом порожден, во-первых, теми многочисленными протестами, которые были в Америке и в других странах, и, конечно же, невероятным количеством фильмов про то, что было во Вьетнаме. «Апокалипсис сегодня», «Охотник на оленя» и еще много-много-много-много других выдающихся, поразительных фильмов, с помощью которых Америка справлялась с этим вьетнамским синдромом. Но вообще-то вот ужас вьетнамский, он не ограничивался теми годами, когда там были американские войска. Для того, чтобы понять, что происходило, надо посмотреть назад. И тогда мы видим
какая здесь цепь насилия, какая здесь цепь войн. Это одна война, только она переходит все время из одной стадии в другую. Только за то время, что здесь воевали американцы, количество жертв зашкаливающее. Конечно, точно ничего не подсчитано. Жертвы с вьетнамской стороны оцениваются где-то от 1 до 3 миллионов. Жертвы на территории Лаоса, где тоже велись военные действия, там от 20 до 60 тысяч. Американцы свои жертвы посчитали точно. Считается, что погибло 58 220 американских военных. Сколько еще было раненых и сколько было людей с посттравматическим синдромом, людей, которые так не могли пережить то, что там происходило, это, конечно, посчитать очень сложно. Если вспомнить еще, что вот эти события во Вьетнаме породили потом войну с Китаем и во многом стимулировали приход к власти в Камбодже красных кхмеров, геноцид камбоджийского народа, который они устроили, и вторжение Китая во Вьетнам. И это все тоже жертвы, жертвы и жертвы. Большая часть сражений происходила в джунглях, и можно уже себе представить, каково вести войну в таких обстоятельствах. Американцы всеми силами пытались избавиться от того, что, скажем, в Чечне называли зеленкой, от листьев, которые закрывают передвижение партизан. И они сбрасывали химикаты и гербициды на джунгли. Помимо человеческих жертв был нанесен страшный экологический урон. Считается, что было уничтожено около 20% джунглей на территории Вьетнама. От 20 до 50, по разным оценкам, процентов мангровых лесов. Это страшный удар просто по деревьям, по лесу. Одновременно с этим это отравление почвы, потому что сбрасывалось очень много ядовитых гербицидов, настолько, что почва была ими пропитана. Вьетнамские партизаны создали целую разработанную, очень сложную систему туннелей, по которым они передвигались сами, перевозили оружие, мы еще про это поговорим. У американцев были солдаты, которых называли туннельными крысами. Это те, кто спускались в эти туннели и шли по ним в поисках партизан или для того, чтобы нейтрализовать продвижение по этим туннелям, при том, что там все было заминировано и бог знает что. Но, в частности, многие из этих туннельных крыс просто потом переживали отравление, потому что земля была пропитана этими ядовитыми гербицидами. Это только то, что касается сброса гербицидов с воздуха. А как вообще была вытоптана эта земля? Об этом страшно даже подумать. С чего все это началось? Можно, наверное, начать с того, что с 1858 по 1984 год Франция ведет колониальные войны в Индокитае, стремясь создать империю колониальную. Начались эти войны при Наполеоне III, который очень хотел быть похожим на своего великого дядю, тоже хотел проводить великие войны, у него это совершенно не получалось. Главный его успех, так сказать, это была вот эта грязная колониальная война с очень большими жестокостями. А после свержения Наполеона война эта продолжается. И в конце концов Индокитай, то есть сегодняшняя территория Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, станет французской колонией, хотя формально это будет называться Индокитайский союз, и там даже как бы будет оставаться власть императора из династии Нгуен, которые до этого правили Вьетнамом. Но все это было абсолютной видимостью, потому что реальная власть, конечно, была у Франции, у французских чиновников, и всем это было совершенно ясно. Понятно, что во Вьетнаме, даже, как говорят и до сегодняшнего дня, такое двойственное отношение к французской культуре, с любовь-ненависть. С одной стороны, французы, конечно же, колонизаторы, творившие ужасные вещи. С другой стороны, естественно, что в колониальный период выросла прослойка, буржуазия, интеллектуалов, образованных людей, которые были пропитаны этой французской культурой, которые учились во французских лицеях или потом даже в Париже, в университете, и для которых эта культура была очень и очень существенно. Так вот просто отбросить ее было нельзя. В «Апокалипсисе» у Копполы есть такая очень странная сцена. Экспедиция, которая двигается по реке. Они уже пролетели с вертолетами, это знаменитая атака, и много чего другого произошло. И после всех выстрелов, бомбежек, ужасов, они вдруг добираются до какого-то дома, где живут, очевидно, вроде бы как французы. Все в белой одежде, где такой какой-то прямо старинный уклад.
Там вроде бы все вполне реалистично происходит, хотя весь этот фильм – это, конечно, совершенно такая страшная, жуткая фантасмагория. Но вот у меня всегда ощущение, что это они как будто бы приплывают в прошлое Вьетнама, вот в эту его колониальную жизнь, которая каким-то загадочным образом еще здесь сохраняется. Колониальная жизнь вроде бы была достаточно такой укрепленной, но появляются люди, которые хотят независимости. И в какой-то мере французы действительно их сами воспитали, потому что им нужны были администраторы, чиновники, образованные люди. Они их создавали. А эти люди уже не хотели дальше подчиняться. В 1901 году в богатой католической семье, а во Вьетнаме много католиков, родился мальчик, которого звали Ngo Dinh Diem. Он очень быстро, когда подрос, стал проявлять выдающиеся способности. Он очень хорошо учился. Он был очень хорошо знаком с классической китайской культурой, с конфуцианскими текстами. А с другой стороны, это была очень верующая католическая семья. И он сам всю жизнь, несмотря на то, какие страшные вещи ему предстояло совершить, будет очень верующим человеком, или будет говорить так. Он даже какое-то время учился в семинарии, куда пошел вслед за своим братом. Но его брат там останется и станет священником, потом будет епископом во Вьетнаме. А Азьем поучился там немножко, понял, что это не его, и ушел. И решил, что он лучше пойдет на государственную службу. Но здесь была проблема, потому что государственная служба – это значит, что, в общем-то, ты служишь французам. А в семье было такое устойчивое, отрицательное отношение к французскому господству. Но деваться некуда. Он поступает во французский лицей, блистательно там учится, прекрасно сдает экзамены. Ему предлагают стипендию поехать учиться в Париж. А он не хочет. Он отправляется в Ханой и учится там, значит, во Вьетнаме, дома. Он идет на службу к императору, марионетке, все-таки сохранявшейся, и быстро делает карьеру, у него, конечно, были выдающиеся способности. В 29 году, то есть ему 28 лет, он уже губернатор провинции, дальше у него новые там достижения. В 33 году император предлагает ему пост министра внутренних дел. Ngo Dinh Diem соглашается, но удержался он на этом посту только 3 месяца, потому что он сразу же развернул активную деятельность, и в частности он обратился к французам с требованием увеличить автономию Вьетнама, дать им большие права. Что-то это никому не понравилось. И он уходит в отставку, он уезжает в родные места и довольно долго будет жить просто вот в своем доме, читать, размышлять, приписываться с другими людьми таких же взглядов. Он будет под контролем французов находиться, под надзором, но, в общем, никто его не трогает. Мы знаем так подробно об этом, потому что этому человеку предстоит большая политическая карьера. Таких людей среди образованных вьетнамцев было довольно много. Это похоже на то, что происходило, скажем, неподалеку в Китае, на то, что происходило в Индии, когда в первой половине XX века такие образованные молодые люди начинают исповедовать идеи национализма. Под национализмом они прежде всего имеют в виду освобождение от колониальной власти. Но пока Ngo Dinh Diem ничего не может сделать. Он сидит дома, читает книги и размышляет. В своих размышлениях он приходит к таким выводам тоже довольно типичным и для Вьетнама, и для Китая, для многих стран. И в России тоже к похожим мыслям разные люди приходили. Он приходит к выводу, что ни капитализм, ни коммунизм для Вьетнама не подходит, что оба этих варианта устройства общества слишком материалистичны и слишком индивидуалистичны. Вот эти разговоры о том, что наша страна духовная и наша страна общинная, от России и дальше на восток, много-много где они велись и ведутся. И вот Ngo Dinh Diem здесь не исключение, и он подробно разрабатывает эту свою идею третьего пути, но у него она замешана на конфуцианских идеях и на католических идеях. Он разрабатывает такую теорию персонального достоинства, личного достоинства. Но очень интересно, что это достоинство у него опирается на общинность, конечно же. Нам не нужен европейский индивидуализм, мы будем опираться на общину. И дальше говорятся очень хорошие слова о том, что ценности главное – это община, это семья, это родина, это вера. И все это должно основываться на любви, на сочувствии. Все прекрасные слова. Здесь только нет слов про
свободные институты, про разделение властей, ну, потому что это все европейские штучки. Это очень типичный взгляд. Пока что это просто его мечты о том, каким должно было бы быть идеальное вьетнамское общество. Причем он считает, что такое общество будет демократическим, но демократическим не по европейским меркам, а вот по каким-то другим. Примерно в это же время, ну, вроде бы как на 11 лет раньше, хотя мы не можем точно быть в этом уверены, во Вьетнаме рождается другой мальчик. Мальчик этого при рождении называют Nguyen Sinh Cung. Он сменит в своей жизни огромное количество имен. Некоторые считают, что у него их будет 50, другие, что 100, потому что у него будет бурная, такая подпольная революционная жизнь. Мы все его знаем под именем, которое он примет через много-много лет, а именно Хо Ши Мин. Хо – это традиционная вьетнамская фамилия, а Ши Мин можно переводить как «яркий путь» или «светлая воля», вот что-то в этом роде. Это будет через много лет, но позволю себе сразу так его называть, чтобы не путаться. Его путь совсем другой. Отец его был одно время учителем, потом был чиновником мелким. Конечно, это совсем другой имущественный уровень, но он тоже придавал очень большое значение образованию своих детей, как и отец Ngo Dinh Diem. И он дает сыну образование, тот уже учится в разных школах, в частности, он учился в том же самом французском лицее, где потом будет учиться Ngo Dinh Diem. Они там не пересекались, но, в общем, все дороги вели туда. А затем все совсем по-иному складывается. В 1911 году этот молодой человек, которому, значит, очевидно 21 год, хотя никто не может быть точно убежден, ни в каком году он родился, ни точно где он учился, там все очень сильно размыто. Но во всяком случае, судя по всему, в 1911 году он устраивается на корабль помощником Кока, и корабль этот уносит его в Марсель. Так он попадает в Европу. И здесь начинаются его странствия. Какое-то время он проводит в США. Мы не знаем точно, что он там делал. Похоже на то, что он общался там с корейскими националистами, у которых тоже были идеи независимости страны, укрепления государства, укрепления национальной идентичности. То, чем жила почти вся Азия в это время. Похоже, что он там общается с какими-то афроамериканцами, вот с их движением. В всяком случае, каких-то новых идей он набрался, потом он перебрался в Англию, потом он снова оказался во Франции. И вот здесь такая интересная произошла история, которая, может быть, могла бы поменять весь ход общемирового развития. В 1919 году во время Версальской конференции, которая завершила Первую мировую войну, Хо Ши Мин, он тогда еще жил под именем Нгуен Ай Кок, пытался подать некий документ американскому президенту Вудро Уилсону. Понятно, почему именно ему, потому что Уилсон был главный сторонник освобождения всех народов, он предлагал как раз создать Лигу наций, он был такой очень нравственный человек, очень много говоривший и действительно делавший для защиты свободы. Многие жители колоний думали, что эти слова к ним относятся тоже. У Хо Ши Мина был приготовлен такой документ. В этом документе содержались требования предоставления самоуправления вьетнамскому народу, уравнения вьетнамцев с французами, отмены принудительного труда и другие вещи. То, что историки называют вильсоновский момент. То есть вот он бы его принял, может быть, поговорил бы, задумался. Кто знает, может быть, в решениях Версальской конференции что-то было бы заложено, касающееся колоний тоже, и не только Вьетнама. Или даже, если бы ничего не было заложено, то, может быть, какие-то начали бы устанавливаться отношения между будущим революционером и американским президентом. И у Хо Ши Мина будет несколько таких моментиков в его жизни, когда он был готов идти на сближение с американцами. Это был один такой момент, но он был никто, какой-то бедный вьетнамец. Естественно, Вильсон его не принял. История пошла так, как она пошла. И вот уже молодой вьетнамский юноша вступает во французскую компартию, занимает такие радикальные позиции, он высказывается за присоединение к Коминтерну. Через несколько лет он уже оказывается в Москве. Приезжает туда по документам китайского торговца. Понятно, что для пограничников, что вьетнамец, что китаец, в общем, разницы никакой нет. Он учится в университете трудящихся Востока. И, очевидно, в какой-то момент он просто становится агентом Коминтерна, потому что дальше он выполняет
мы можем примерно себе представить, хотя, опять же, подробности с трудом мы знаем, но он выполняет какие-то задания. В середине 20-х он уже в Китае, и мы знаем, что он живет в Китае в доме очень важного человека, Михаила Бородина, представителя Коминтерна в Китае. О роли Коминтерна мы говорили в лекции о Мао Цзэдуне. Эта роль была огромна. И вот Хо Ши Мин как-то со всем этим связан. Когда в 1927 году Чан Кайши, главнокомандующий войсками партии Гоминьдан, начинает наступление на коммунистов, то Хо Ши Мин возвращается в Москву. Дальше у него какие-то головокружительные путешествия. То он в Париже, то он в Таиланде, то он в Москве опять, то он в Гонконге. В Гонконге его арестовывают и собираются депортировать во Францию, что ему совершенно не нужно. За него вступаются китайские коммунисты, которые дергают там за какие-то ниточки, чтобы его защитить. И очень интересно его защищают, объявляют, что он умер. Мертвеца ты не будешь депортировать. Поэтому ему удается отправиться не во Францию, а в Москву. В 1938 году он снова в Китае, как представитель Коминтерна. Опять же, мы про это говорили в лекции о Мао Цзэдуне. Это время, когда коммунистические силы контролируют довольно большую часть Северного Китая. Но дальше ситуация меняется, потому что начинается Вторая мировая война. В лекции о том, как мир скатывался ко Второй мировой войне, шла у нас речь о том, как Япония начала свои завоевания уже в 30-е годы, вторгнувшись в Китай. По мнению некоторых историков, от этих событий надо отсчитывать начало Второй мировой. Когда в 1940 году Германия вторгается во Францию, остается только на юге Франции правительство Виши, которое полностью зависит от немцев, то японцы решают расширить здесь свою сферу влияния, а их мечта создать огромную азиатскую империю. Японцы давят на французское правительство, которое, конечно, совершенно бессильно, никаких войск нет, сил нет, и они вынуждают французов разрешить японцам ввести свои войска в Индокитай. То есть практически японцы оккупируют большую часть Индокитая. Где-то остаются французы, но в основном здесь все решают японцы. И вот тут для вьетнамских националистов, и таких, как Ngo Dinh Diem, и для вьетнамских левых коммунистов, в общем-то, тоже националистов, таких, как Хо Ши Мин, сложная ситуация. Им надо принимать какое-то решение. Они все время исходили из того, что их главные враги французы. А теперь сюда вторглись японцы. И японцы не вызывают особой симпатии, особенно учитывая их очень жестокое поведение на всех завоеванных территориях. Но они же против французов. Возникает такая раздвоенность. Два наших героя, они принимают разные решения. Ngo Dinh Diem решает, что надо ориентироваться на японцев. Он всячески пытается убедить японское правительство, что надо провозгласить независимость Вьетнама, и это вроде бы пойдет на пользу Японии, потому что Вьетнам будет против французов. Что-то японское правительство не очень на эту идею покупается. Хотя он продолжает наводить мосты, он продолжает тайно переговоры вести с разными японскими политиками, но никому как-то особенно это не нравится. Он создает подпольную партию для борьбы против французов. В конце концов, положение его становится опасным. Он в 1944 году бежит в Сайгон, который был занят японцами. Пока что остается там. То есть вот это один вариант. Это попытка заручиться помощью одного завоевателя против другого в надежде освободить свою страну. Много кто делал во время Второй мировой войны такой выбор. Сомнительный, конечно, опасный. И обычно ничем хорошим это не заканчивалось. У Хо Ши Мина другой вариант. Он собирается со всеми бороться. Во время войны здесь возникает движение Вьет Минь, те самые, с которыми потом будут сражаться французы. Движение за освобождение Вьетнама. Конечно, здесь главную роль играют коммунисты, но при этом они, по крайней мере, в это время готовы объединяться с самыми разными силами. Потому что сейчас главная задача выгнать врагов. Во время войны, например, Вьет Минь обращается с таким призывом. Солдаты, рабочие, крестьяне, интеллектуалы, чиновники, торговцы, молодые мужчины и женщины. Интересный список тех, кого они хотят призвать под свои знамена. Мы призываем вас свергнуть власть французских шакалов и японских фашистов. То есть мы будем против всех бороться за независимость Вьетнама. Понятно, что во Вьет Мине главную роль играют левые. Но это Вторая мировая война. Для
воюющих стран главный враг здесь в Азии Япония. Соответственно, они получают поддержку и от Советского Союза, и от Соединенных Штатов, и от Великобритании. Вот только давайте, сражайтесь здесь. Конечно, то, что они там французских шакалов хотят выгнать, это не очень хорошо. Но вы давайте с японцами сражайтесь. Опять же, мы не знаем точно, но есть версия, что к 1944 году в составе вот этого Вьетминя, этой партизанского фронта, находилось 500 000 человек. Тут очень трудно понять, правда ли это, но ясно совершенно, что это движение пользовалось очень большой популярностью, очень большой поддержкой. Хошимин уже в этот момент, а он к этому моменту уже стал Хошимином, пользуется большой поддержкой. Он такой национальный лидер. Он борется за освобождение своей страны. Начинаются очень странные вещи. Значит, в марте 1945 года японцам уже понятно, что война проиграна. Они, может быть, не хотят этого признавать, но бороться за все эти огромные территории у них уж точно сил нет. Им бы надо защитить свою территорию. В марте 1945-го они провозглашают здесь Вьетнамскую империю, естественно, полностью зависящую от них, и вытаскивают из небытия императора Бао Дай, который вообще-то формально был императором еще с середины 20-х годов, после смерти своего отца. Но он, конечно, совершенно не был никакой политической фигурой. Вот был провозглашен императором, уехал в Париж, где он до этого уже находился. Теперь его делают императором. Он, конечно, такая марионетка японцев, так же, как в Манчжурии будет император Пуи, китайский, тоже вытащенный из небытия. С другой стороны, вроде какое-то государство возникло. Странное происходит развитие событий, потому что Хошимин связывается с императором. Можно сказать, как это так? Император и какой-то там коммунист, который столько лет работал на Коминтерн. Но для императора, как и для многих других, дело не в том, что он коммунист, а в том, что за ним стоит этот мощный, вроде бы как объединенный фронт против империалистов. И Хошимин летом 1945 года начинает убеждать императора в том, чтобы он отрекся от престола и передал власть народу. Ну, в частности, ему Хошимину. Хошимин убеждает в августе 1945-го, а август 1945-го – это уже крах Японии, уже сброшены атомные бомбы, уже капитуляция. Он убеждает императора отречься от престола, передать власть движению Вьетминь, то есть, конечно, прежде всего Хошимину, который получает пост верховного советника. 2 сентября, ровно в тот день, когда заканчивается Вторая мировая война, Хошимин провозглашает Демократическую республику Вьетнам. Правда, во Вьетнам практически сразу вошли китайские войска, но не коммунистические, а войска Гоминдана. Поэтому эта республика существовала просто на бумаге. Но все равно она была провозглашена. И это тоже на многих очень сильно повлияло. Наш другой герой Нго Динзье в этот момент снова участвует активно в политической жизни. Когда японцы создавали эту Вьетнамскую империю, они знали о том, что есть такой талантливый очень администратор, уважаемый человек, который уже с ними до этого был готов идти на какие-то переговоры, и они предлагают ему пост премьер-министра в этой марионеточной империи. Он отказывается, потом вроде бы как пожалел, но к этому моменту он узнает, что император ведет переговоры с Хошимином, и он бросается к императору в надежде уговорить его не идти на сговор с левыми. Но он не доезжает до императора, потому что его ловят партизаны, отправляют в деревню, ну, такую ссылку, скажем, под домашний арест, где несколько месяцев он проводит. Интересно, что Хошимин позже тоже предложит ему пост министра внутренних дел. Цзье, он очень был талантливый человек, он всем был нужен. Он отказался, не хотел сотрудничать с Вьетминь. И не менее интересная вещь, что где-то вот примерно в это же время Хошимин пишет письмо американскому президенту, уже, естественно, другому, президенту Трумэну, и просит его помощи. И Трумэн ему не ответил. Еще один, может быть, такой потерянный вариант исторический. То есть если бы в этот момент Вьетнамская республика получила поддержку американцев, все могло бы сложиться совершенно по-другому. Но понятно, что в этот момент американцы больше сосредоточены на том, что происходит в Китае. Они не хотят поддерживать эту республику в пику Гоминьдану и не отвечают. А может, просто Трумэн решил, что это какая-то мелочь, не имеет смысла с ним вести переговоры. А зря. Начинаются переговоры между французами, китайским правительством гоминьдановским и Вьетминем. Долго там торг, кто на какие уступки готов пойти, но потом они договариваются о следующем. Французы отказываются от ряда там своих прав преимущественных в торговле, в
в Китае. Китайцы уходят из Вьетнама, а Вьет Минь заключает мир с французами, потому что им обещают независимость, но в рамках Французского союза, который французы пытаются создать, вот такое содружество вроде того, которое в это же время создают британцы. Вроде бы все договорились, китайцы уходят, но выясняется, что ни французы, ни вьетнамцы выполнять свои соглашения не хотят. Никакой независимости им не дают. Соответственно, вьетнамцы начинают снова воевать, и в 1946 году начинается уже настоящая полноценная война между Францией и Вьетнамом. Война эта велась очень жестоко с обеих сторон, с множеством военных преступлений с обеих сторон, жестокости, такая грязная колониальная война. За это время Хо Чи Минь приобретает все больше авторитет как национальный лидер, как борец за освобождение страны. При этом он сначала вроде бы как объединяет все силы против французов, но в течение нескольких лет он оттесняет всех некоммунистов. К 1948-1949 году Вьет Минь – это практически коммунистические войска. Тем более в Китае тем временем Мао Цзэдун, его коммунистическая армия вытесняет Гоминьдан. Китай становится коммунистическим и всячески поддерживает вьетнамцев. Советский Союз поддерживает вьетнамцев. И они сами обладают, конечно, невероятной такой боевой энергией. И в результате война эта тянется до 1954 года, вот до этого страшного, позорного поражения французов под Дien Bien Phu, с которого мы начали сегодняшний разговор. И сразу же после капитуляции здесь французской армии обрушивается правительство во Франции, приходит к власти новый премьер, тут же мы начинаем переговоры. Нам не нужна эта война. А что делает Ngo Dinh Diem в это время? Он верен той идее, которую он выработал еще до войны, вот о том, что Вьетнаму нужна какая-то третья сила. И он пытается организовать это движение третьей силы. Он видит, что наибольшим авторитетом пользуется правительство вот этой Демократической Республики Вьетнам, которая на самом деле не такая уж демократическая, там уже много чего происходит. И он начинает переговоры. Он до этого вел переговоры с японцами, надеясь что-то от них добиться. Теперь он пытается найти себе союзников среди правительства Вьетнама и уговаривает их отделаться от Хо Чи Минha и создать такое демократическое, в его представлении, правительство, вот третья сила, мы не будем ни коммунистами, ни капиталистами, мы будем особыми. Но как никаких особых союзников он не находит. В 50-м году его заочно приговаривают к смерти, за ним уже начинают охотиться. Он пытается найти защиту у французов, но французы что-то тоже не хотят его защищать, потому что он ведь против них сколько времени уже выступает. Поэтому ему приходится бежать, и он отправляется в эмиграцию. А между тем в Женеве происходит очередная конференция, и на ней решают, что Вьетнам временно будет разделен по 17-й параллели. В Северном Вьетнаме будет правление движения Вьет Минь. Так и происходит. Здесь укрепляется Демократическая Республика Вьетнам, которая вроде бы как 1945 года существует, но теперь она существует уже не на бумаге, а реально. И премьером здесь становится Хо Чи Минь. А вскоре он станет еще и первым секретарем вьетнамской компартии. Территории южнее 17-й параллели находятся под властью императора. Того самого императора, который был марионеткой в руках японцев. И он совсем не популярен. Он слаб, он неинтересен. Он не обладает харизмой борца за независимость. Он и не боролся никогда за независимость. Он встречается в Париже с Ngo Dinh Diem, который там в эмиграции, и очень его просит прийти к нему премьер-министром. Тот размышляет некоторое время и соглашается при условии, что ему будут предоставлены очень большие права, и гражданские, и военные. Но император соглашается, у него выхода другого нет. И так образуются вот эти два государства, которые теоретически должны через некоторое время объединиться. Правда, что характерно, что по договоренностям в Женеве было решено, что в течение 300 дней, ну, то есть почти года, будет разрешено свободное перемещение людей из одной части Вьетнама в другую. Ну, то есть те, кто недовольны правлением на юге, могут уйти на север и наоборот. Очевидно, организаторы конференции понимали, что, может быть, не так уж просто будет с объединением. Эта договоренность существует. И всегда обычно говорят прежде всего о том, какое огромное количество людей переместилось с севера, с
с коммунистической территории, а там уже земельную реформу проводят, у помещиков землю отбирают, противников коммунистов казнят, там все, что надо, все, что обычно происходит. И оттуда множество беженцев идет на юг, причем прежде всего католиков, которых коммунисты явно не приветствуют. А на юге Нгодинзьем, очень верующий католик, с радостью их принимает. Но при этом, надо сказать, очень многие уходят с юга на север тоже. И вот эти беженцы на север, они потом составят очень большую часть партизанского движения, потому что их будут обучать на севере и забрасывать обратно на юг. Но пока вроде бы как никто не ждет войны. И все предполагают, что вскоре будет проведен референдум и в северной и южной частях по вопросу об объединении, и будет единый Вьетнам. При этом и на севере, и на юге творится, в общем, свой хаос. На севере вот эти коммунистические реформы, на юге, с одной стороны, сотни тысяч беженцев, с другой французские колонисты, которые не понимают, как им быть, кто-то тоже с севера уехал, кто-то покидает страну, экономика, естественно, разваливается. В то же время здесь несколько таких, как обычно говорят, религиозно-военных движений. То есть разные религиозные секты, у которых практически свои армии, которые никому не подчиняются. Есть организованная преступность, тоже вооруженная очень хорошо. То есть тут свой хаос абсолютный. Обе стороны рассчитывают на то, что Вьетнам будет объединен на их условиях. Президент Эйзенхауэр, который в это время возглавляет Соединенные Штаты и внимательно следит за тем, что происходит, он сказал следующее. По его сведениям, по оценкам его экспертов, если бы был совершенно независимый референдум, то где-то около 80% населения проголосовали бы за Хошимина. Скажем, у ЦРУ в этот момент были другие оценки, но все равно все хорошо видели, что Хошимин очень популярен, а вот этот безликий император, он как-то никого не привлекает. И получалось, что на юге непонятно им, что защищать и против кого выступать. В такой очень интересной книге «Разделенная Америка. Гражданские войны 60-х годов» американские историки Морис Иссерман и Майкл Казин, они там много, естественно, пишут о Вьетнаме, если речь о 60-х годах идет. И у них там есть такая мысль. Американские политики смотрели на Хошимина и видели коммуниста, а вьетнамские крестьяне как на юге, так и на севере смотрели на Хошимина и видели патриота. Для них он был прежде всего тем, кто боролся за независимость Вьетнама. И это очень увеличивало его популярность. Происходят следующие вещи. Начинают обсуждать, как проводить референдум. Референдум, как мы знаем, должен проводиться под чьим-то наблюдением. На севере говорят, хорошо, мы проведем референдум, а за его правильностью будут наблюдать местные комиссии. Соединенные Штаты говорят, извините, что такое за местные комиссии? Вот давайте представители ООН будут следить за тем, как будет проходить референдум. Нет, местные комиссии. Тут, начинаются долгие споры. И Нгодинзьем на юге говорит, знаете, на севере невозможно провести независимый референдум, а зачем мы тогда будем проводить? У нас тоже его не будет. Все, вопрос о референдуме забыт, Вьетнам остается расколотым. Но Нгодинзьем проводит совершенно другой референдум. Он агрессивно стремится к власти. Вот столько лет пытался получить в свои руки власть, чтобы преобразовать Вьетнам так, как он хотел. И теперь он премьер-министр при этом слабом, никому не интересном императоре. И он проводит референдум. Вы за Бао или вы за Ньцзема? То есть за империю или за республику. При этом ведется пропаганда, при этом сторонникам императора не дают голосовать. Все как полагается, столкновения, огромные демонстрации в поддержку Нгодинзьема. Замечательная технология проведения референдума. Некоторым надо бы заимствовать. Очевидно, это объяснялось тем, что далеко не все грамотные, поэтому бюллетень состоял из двух портретов императора и премьер-министра. Человек должен был оторвать портрет того, за кого он голосует, и бросить его в урну. Поэтому формально это было тайное голосование. Но ясно, что всем было видно, какой у тебя портрет в руках остался. И это, конечно, тоже облегчало выбор, скажем прямо. В результате
98,2% проголосовали за Нгоди-Нзиема. Ясно, что этот результат был получен под давлением, с фальсификациями, и такой бесстыжий результат, скажем так. Провозглашается республика через несколько дней, и Нгоди-Нзием становится президентом Республики Вьетнам. На севере Демократическая Республика Вьетнам, здесь просто Республика Вьетнам. Сам Нзием был человек, судя по всему, действительно верующий, судя по всему, такой неподкупный, но это не противоречило тому, что творилось вокруг него. Но для начала его братья, все его родственники начали воровать со страшной силой совершенно. Там все финансовые потоки государственные, даже брат, который был епископом, он вынуждал верующих какие-то огромные пожертвования на церковь делать. Все как полагается. Что касается государственного строя, то он вроде бы как создает демократический Вьетнам, не то, что там на севере у коммунистов. Но у него же свои представления о демократии. Он говорит, что демократия – это такая этическая система, которая основывается на чувстве морального долга. Какие все красивые слова! Этическая система, моральный долг. Это звучит замечательно. В большинстве случаев за подобными словами скрывается диктатура. То есть если все основывается на моральном долге, то нам не нужны никакие конституционные гарантии, никакие институты, никакие установления, системы сдержек и противовесов. Вот это все занудство пусть западные люди берут себе. А у нас моральный долг. Правление Нгоди-Нзиема с каждым годом становилось все более и более авторитарным, и все более и более жестким. И его полиция арестовывала политических противников, и пытала, и убивала, и много чего интересного делала. А между тем начинается партизанская война. Во-первых, есть возмущение политикой Нгоди-Нзиема в стране. Там есть такое левое партизанское движение. Естественно, оно очень сильно подпитывается с севера. На севере обучают, как я уже сказала, вот этих беженцев с юга и отправляют их обратно на юг. Но сначала, в первые годы, это движение очень неорганизованное, раздробленное, достаточно слабое. У Вьетнама северного свои проблемы, массированных атак нет. К 1956 году все эти партизаны были разбиты, отброшены куда-то далеко в глухие местности, где-то прятались в болотах. И, в общем, угрозы Южному Вьетнаму не представляли. Это 1956 год. К этому моменту, во-первых, заканчивается вывод французских войск. Все, они больше здесь ни во что не вмешиваются. И на севере решает партийное руководство, как нам дальше действовать, как нам облагодетельствовать Южный Вьетнам. Представителем такой наиболее воинственной группировки был человек по имени Лезуан, который постепенно станет вторым после Хошимина во вьетнамской компартии. Он считает, что прежде всего надо двигаться на юг, надо провести войну, надо захватить эти территории и таким образом объединить Вьетнам. Но это 1956 год, а это значит, что в Москве только что прошел 20-й съезд. И там говорилось о возможностях мирного сосуществования. И совершенно нету этого одобрения военной политики. Лезуан пытается надавить, но, в общем, его вариант не принимается. Решают, что надо сосредоточиться прежде всего сначала на развитии экономики Северного Вьетнама. Ну, конечно, поддерживать там партизан на юге, но ни о каком массированном наступлении речи быть не может. На какой-то момент вот так застывает эта ситуация, ну, конечно, ненадолго. Партизаны там начинают кампанию с замечательным названием «Уничтожение предателей» или «Вооруженная пропаганда». Что такое вооруженная пропаганда? Это теракты. Они начинают взрывать бомбы там, в кафе, скажем, начинают убивать чиновников на юге. Не получились какие-то выступления, значит, мы будем действовать с помощью террора. Естественно, это отвечают арестами, казнями. Уже с 1957 года за антиправительственные выступления, возможно, смертная казнь. Но пока это такие разрозненные действия. В 1957 году Хошимин и Лезуан приезжают в Москву, и им дают добро на более энергичные действия. Вскоре они уже сформулируют идею о том, что должна быть народная война на юге. Они, соответственно, получают все большую помощь от Советского Союза и от Китая.
А дальше, чем больше будут портиться отношения между СССР и Китаем, тем больше Северный Вьетнам будет на этом играть и стараться получать у обеих сторон. Но у него не всегда это будет получаться, но они будут стараться во всяком случае. Теперь огромные усилия бросаются на то, чтобы поддерживать партизан на юге. Каким образом? А очень интересно. С древних времен с севера на юг Вьетнама шли разнообразные тропы, дороги, дорожки, по которым передвигались торговцы, монахи, нам кто угодно. Часть этих троп проходила через то, что называлось теперь государствами Лаос и Камбоджа. В Лаосе было проамериканское правительство, но там была очень сильная компартия, и в объединении с вьетнамцами они захватили часть территорий рядом с границей, создали там такие базы. В Камбодже в это время правит принц Сианук, его мать императрица, но власть у него, у принца. И ему вроде бы как принцу надо занимать какие-то монархические позиции, что-нибудь в этом роде. Но он в какой-то момент пришел к выводу, что вообще победа этих левых неизбежна в Азии. Он смотрит на то, что происходит в Китае, на севере Вьетнама. И, очевидно, он решил в какой-то момент, что лучше я буду с ними, просто чтобы удержаться у власти. И он сквозь пальцы смотрит на то, что на границе Камбоджи и Вьетнама тоже оказываются представители Северного Вьетнама. И дальше создается и разрабатывается совершенно потрясающая система тайных дорог. Обычно такое тоже по каким-то фильмам, представления. Но кто такие эти вьетнамские партизаны? Вот они идут в сандалиях, в ободранной одежде, шляпы остроконечные. Может быть, у них, конечно, автоматы советские, еще что-то, вооруженные бандиты. Все. То, что было сделано с этой системой дорог, ее потом американцы окрестят тропой Хошимина. Сами-то вьетнамцы так не говорили. Это было какое-то невероятное достижение инженерной мысли и организационной мысли. То, что мало у кого ассоциировалось с этим коммунистическим Северным Вьетнамом, где казнили политических противников, землю отбирали, перераспределяли. Сначала это были просто тропы, в лучшем случае покрытые гравием. Потом их стали расширять, их стали улучшать. Они были под конец шириной примерно 5,5 метров. Они тянулись на сотни и сотни километров. Сначала по ним в основном людей перебрасывали, а грузы с севера на юг перевозили по морю. Но потом уже в 60-е годы американцы будут блокировать морские перевозки. И тогда вот по этой системе дорог будут возить оружие, боеприпасы, что там только не будет. Соответственно, эти дороги расширяют. Их покрывают гравием, их покрывают камнями, деревьями. Под конец их даже заасфальтируют. Это будет мощная система перевозок. При этом будет много тысяч людей, которые будут ее обслуживать. Они будут ремонтировать дороги, они будут отвечать за безопасность, там будут проводники, там будут врачи. На расстоянии примерно дня пути будут такие базы, грузовики, которые везли оружие, боеприпасы, людей. Они от одной базы доходят до другой. Тут все выгружается, чтобы грузовик мог вернуться обратно. Если он сломался, здесь есть, скажем так, автосервис. Тут будут механики, которые будут его чинить. Если он совсем сломался, то его просто разберут на запчасти. Грузы и людей перегружают на другие грузовики, которые едут в следующий отрезок. И так далее, и так далее, и так далее. Во-первых, это было невероятно законспирировано. И даже американцы потом не сразу это обнаружили. Когда обнаружили, они не могли понять, что делать, потому что это будет такой разветвленная очень уже сеть дорог. Они, скажем, стали сбрасывать, это уже речь идет о середине 60-х, они стали сбрасывать химикаты, которые эти дороги превращали в грязь. Там, так, размачивали все. Но это мало где действовало. К тому же там все время были рабочие, которые это все улучшали. Потом там ситуация была такая. Во время муссонов авиация не может по-настоящему работать. Это проблема для тех, кто занимается перевозками. Муссон – это сезон дождей. Как ты будешь тут грузовики гонять? Поэтому сначала они ездили только в сухой сезон. Но когда усилились американские бомбежки, у них стала задача ездить круглый год. И они ее выполнили. Во-первых, они укрепляли дороги. Американцы еще пытались тучи разгонять, как вот Юрий Михайлович Лужков делал, только они пытались над всей сетью дорог. Тоже не очень получалось. Потом там была сделана целая система тоже туннелей,
укрытий. Эти дороги проводили под покровом джунглей. В результате там можно было этот груз провести полностью через Северный Вьетнам, Лаос и потом в Южный Вьетнам, не выходя из-под укрытия джунглей. И, соответственно, их не видели. Их видели разве что, когда они реки пересекали. Они еще выжидали, потому что вот была ночная бомбежка, потом ночная смена летчиков уходила, а дневная еще не выходила. И вот они пользовались этими отрезками времени, такой пересменка у американцев, и быстро гнали эти грузовики. За день бывало, скажем, 30 грузовиков они перевозили многотонных. То есть это была какая-то мощнейшая совершенно система, с которой по-настоящему справиться не получалось. И к концу войны там было четырехполосное движение, можно было по асфальтированным дорогам ехать. Я когда про все это читала, у меня это очень сильно меняет представление о Северном Вьетнаме. Не так, чтобы я становилась его поклонницей, но это говорит о том, на какую деятельность они способны. Другой вопрос, ради чего это все совершалось. Между тем, война набирает обороты. Это пока вроде бы как еще не война, а вот какие-то такие партизанские выступления, но их все больше, больше, больше. И естественно, что Южный Вьетнам зависит, ну от кого он может зависеть? Естественно, от поддержки Соединенных Штатов. Так же, как и правительство Лаоса. Они ждут все время финансовых вливаний и получают их. И они хотят военной поддержки. Но Соединенные Штаты не так уж давно закончили воевать в Корее в начале 50-х. Им вообще-то не слишком хочется влезать в эту новую ситуацию. А с другой стороны, они видят, как здесь укрепляется еще одно коммунистическое государство на севере Вьетнама, плюс активизировалась лаосская компартия, непонятно, что там будет. И им надо бы поддержать. Где-то еще в начале, в середине 50-х была сформулирована знаменитая теория домино, в общем, имеющая большой резон, суть которой заключается в том, что если в одной стране, в Азии, победят коммунисты, ну вот уже это произошло в Китае, а дальше так вот все костяшки домино будут падать, 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 и везде установится коммунистическое правление. Джон Кеннеди, еще будучи сенатором, до президентства ему еще далеко, говорил следующее. Бирма, Таиланд, Индия, Япония, Филиппины и, конечно же, Лаос и Камбоджа – это те страны, чья безопасность окажется под угрозой, если Вьетнам захлестнет красная волна коммунизма. Звучит выспренно, но вообще-то вполне логично. И дальше американские политики оказываются зажаты между этим нежеланием затевать новую войну, они прекрасно понимают, что они сейчас завязнут, и нежеланием дать распространиться коммунизму. Они очень бы хотели, чтобы Южный Вьетнам справился сам. И они видят, что Ngo Dinh Diem не справляется, и что у него авторитарное правительство, и что вокруг него невероятная коррупция. Ну, а на кого еще ставить? В 1961 году Линдон Джонсон, который был вице-президентом при Кеннеди, приезжает в Сайгон, встречается с Ngo Dinh Diem и называет его, к всеобщему ошеломлению, азиатским Черчиллем. Все лишились дара речи. Потом через некоторое время его спросили, а вы что, вот действительно считаете, что... Он, конечно, талантливый, Ngo Dinh Diem, но он Черчилль. На что Джонсон сказал, это единственный парень, который у нас там есть. Не на кого больше опираться. Поэтому будем его хвалить. Ngo Dinh Diem, вот этот вот свой вариант такой моральной демократии, своего третьего пути, всеми силами пытается реализовать. Он подавляет крестьянские восстания. Он вводит смертную казнь за антиправительственные выступления. Он, конечно же, следит за моралью, с этим у всех автократов все в порядке. Он уничтожает бордели в Сайгоне и места, где курят опиум, ну или пытается уничтожить. Он запрещает разводы, он запрещает аборты. Там и до этого существовали наказания за супружескую измену, он их ужесточает. Ну, то есть он так борется за скрепы, конечно же. При этом он понимает, что ему очень важно перетянуть на свою сторону крестьян,
которые составляют, естественно, большинство во Вьетнаме, и которые знают, что там на севере крестьянам землю дают. И он начинает пытаться проводить какую-то реформу, ограничивать крупное землевладение. Он, конечно, не может конфисковать все земли, но он хочет ограничить, что-то там переделить. С другой стороны, он без помещиков тоже ничего не может. Они его опора. Поэтому это все угасает. Плохо будет дело, когда он будет отбивать какие-то территории у коммунистов, то на этих территориях, где коммунисты уже успели раздать земли помещичьи, он будет восстанавливать помещичью власть. Помещики будут приходить и говорить крестьянам: вот, пожалуйста, за предыдущие годы, когда нас тут не было, арендную плату всю заплатите. И понятно, как это влияет на популярность правительства. Тем временем партизанское движение все сильнее. В 60-м году официально объявляется о создании единого фронта на юге Вьетнама, который называется Вьетконг. И это как бы вот просто партизанское движение на юге объединилось. Хотя на самом деле понятно, что они огромную поддержку получают с севера. Мало того, это начало 60-х. Это время, когда уже резко испортились отношения у Советского Союза и Китая. И это тот период, когда Мао Цзэдун всячески пытается сделать Китай таким вот мощным игроком на международной арене. Мы об этом тоже говорили в лекции о Мао Цзэдуне. И в частности это выражается в том, что из Китая, где в этот момент умирают крестьяне от голода, идет огромная помощь финансовая, продуктовая, а где-то и военная всем социалистическим странам. И вот Вьетконг получает очень большую помощь от Китая и превращается в мощную силу. Кеннеди, который уже стал президентом, говорит своим помощникам: если мы сейчас завязнем во Вьетнаме, то это будет иметь очень тяжелые для нас политические последствия и военные последствия. То есть все понимают. Но он же говорит, если мы сейчас вообще перестанем помогать Южному Вьетнаму, то мы получим второго Джо Маккарти. Сенатор Маккарти, который на волне антикоммунистической истерии в конце 40-х годов создал комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Ну, то есть все так боятся коммунистов. А это начало 60-х. То есть на Кубе победили коммунисты. Американцы попытались влезть, поддержали вроде бы как высадку в заливе Свиней. Провал. Берлинскую стену построили. Уже скоро будет Карибский кризис. Вот в этой ситуации, если еще бросить Южный Вьетнам, будет полное ощущение, что со всех сторон коммунисты наступают и что Америка ничего не может. На это они тоже не могут пойти. Знаменитый экономист, политолог, дипломат Джон Кеннет Гилбрайт в это время пишет: у нас есть опасность, что мы завязнем во Вьетнаме, и мы будем там так же обескровлены, как были обескровлены французы. Вот это удивительно. Это все там 61, 62, 63 год. Они все понимают. Они понимают, что эта война никому не нужна. Но логика холодной войны подталкивает их к тому, что надо помогать Ngo Dinh Diem, не слишком им приятному, совсем не демократическому. Но у нас нет другого парня там. Придется помогать. Сначала пытаются отделаться малой кровью в прямом и в переносном смысле. То есть отправляют советников, которые готовят вьетнамскую армию. Пытаются натренировать Южный Вьетнам. Еще Эйзенхауэр это начал, и в середине 50-х было около 900 американских советников. А дальше Вьетконг с помощью Северного Вьетнама, с помощью Китая давит и давит, и нужно еще помощь. У них все время просят. И выделяют им много-много-много финансов. А еще уже в начале 60-х сначала 12 тысяч советников, потом 16 тысяч. Но пока они, конечно, или тренируют армию, или охраняют какие-то базы. Не более того. У Кеннеди был заместитель государственного секретаря, которого звали Джордж Болл. И он в 61 году ему говорит: я думаю, в ближайшее время нам придется отправить во Вьетнам сотни тысяч американцев. А Кеннеди ему отвечает: Джордж, мы считаем, что ты один из самых умных парней в нашем городке. Но ты совершенно сошел с ума. Этого никогда не будет. Удивительно, это разговор 61 года. Осталось несколько лет до того, когда во Вьетнаме окажутся тысячи американских военных. Кеннеди не может себе этого представить. В 1961 году Южный Вьетнам с помощью американцев пытается развить программу, которая называется Strategic Hamlet,
ну, то есть такие стратегические хутора, скажем так. Предполагалось, что несколько деревень объединяются, переселяются, если надо, и вокруг них строятся укрепления. Говорилось, что для того, чтобы защитить крестьян от партизанских нападений, что было частично так. Но, с другой стороны, наверное, и для того, чтобы не дать крестьянам возможность вступать в контакт с партизанами. Потому что ясно, что многие крестьяне, очень многие крестьяне симпатизировали Северному Вьетнаму. Программа эта идет очень плохо, очень медленно, никто переселяться не хочет. Надо строить все эти укрепления. Там тоже много жертв, тяжелая работа. Тут тоже такая история, который представляется вышедший из какого-то фильма о Джеймсе Бонде. Командовал вот всей этой программой и строительством укреплений полковник, которого звали Фам Ngok Thao, и он занимал разные крупные посты в Южном Вьетнаме. Через много лет, уже после того, как он умрет, выяснится, что он был спящим агентом коммунистов. То есть он когда-то действительно был сторонником Вьетминя. Потом он вроде бы как приехал в Южный Вьетнам, заявил, что он отрекается от коммунистических идей, и он преданно много лет служил правительству Южного Вьетнама. Но, значит, как бы вот существует такая версия, что он на самом деле был заброшенным казачком, и когда ему поручили строительство этих укреплений, что он якобы специально задал невыносимые темпы, тяжелейший уровень работы, ну и тем самым как бы сорвал эту программу и вызвал недовольство крестьян. Честно говоря, кажется, что постановка невыносимых задач – это вполне возможный вариант, даже если ты не являешься тайным агентом. Но, с другой стороны, вроде бы действительно он служил коммунистам. Но, как бы то ни было, программа построения этих укреплений рухнула. Уже в этот момент тоже американские советники поражаются тому, что Вьетконг, как они пишут, ведет себя как феникс. То есть, с одной стороны, они все время, все жертвы, все свои потери компенсируют. Они заменяют одних людей другими, они очень быстро восстанавливают все, что разрушено, ну, пока что еще армия Южного Вьетнама. И еще они все время поддерживают высокий моральный дух. И вот это действительно так. Потому что моральный дух в Северном Вьетнаме и во Вьетконге был очень велик. Это не противоречит жутким жестокостям, которые вьетконговцы тоже совершали. Но они считали, что они борются за правое дело. Вот это, судя по всему, была идея, вдохновлявшая многих из них. До какого-то момента кажется, что американцы обойдутся советниками и помощью Южному Вьетнаму. Вроде бы как ничего, все идет. В 1962 году южно-вьетнамские войска отбросили вьетконговцев далеко. Министр обороны Макнамара, американский, в этот момент пишет, что похоже на то, что мы выигрываем войну, если бы он знал, что предстоит дальше. 1963 год. С одной стороны, это новое наступление Вьетконга, а с другой стороны, страшный кризис в Южном Вьетнаме. Ngo Dinh Diem был верующим католиком. Был, судя по всему, искренне верующим католиком. Был глубоко верующим католиком. И во Вьетнаме очень много людей и было, и, очевидно, и есть тех, кто исповедует католическую религию. Но не меньшее количество там буддистов. Ngo Dinh Diem всегда отдавал предпочтение католикам. Католики назначались на все высшие посты, католикам легче было продвигаться по службе. Но, в принципе, вот, пожалуйста, буддийские пагоды, молитесь сколько хотите. В 1963 году на праздник, когда отмечается день рождения Будды, предполагается, что пагоды должны быть украшены буддийскими флагами. А им это запретили. Вот, мол, нельзя. Начались выступления, начались волнения, демонстрации. Войска разгоняют демонстрации, и 9 безоружных демонстрантов оказываются убиты, что уже накаляет обстановку. А через некоторое время день рождения брата президента, того самого брата, который стал епископом. Ngo Dinh Diem не доучился в семинарии, а он доучился. Его день рождения католическая церковь очень бурно отмечает. Он фактически глава католической церкви во Вьетнаме. И всюду вывешивают флаги Ватикана. То есть получилось, что буддийские флаги нельзя, а католические можно. Снова демонстрации. Их разгоняют, при этом войска уже врываются в буддийские пагоды, там оскверняют их, разрушают. То есть начинается религиозный конфликт. В результате этого конфликта буддийский монах совершает на улице в Сайгоне самосожжение. Естественно, все в ужасе. А правительству хоть бы хны. Ngo Dinh Diem был
всю жизнь холостяком. У него когда-то в молодости была любовь, еще в школе он был влюблен в дочь своего учителя, а она была очень религиозной и ушла в монастырь. Ну и считается, что поэтому он никогда не женился. Как там на самом деле и почему, это мы не знаем. Но во всяком случае он был холостяком. Но с ним во дворце жили его братья. И роль первой леди исполняла жена одного из этих братьев, судя по всему, очень мерзкая бабенка. Много она омерзительного сделала в своей жизни. Но вот одно из самых мерзких вещей она совершила в этот момент, когда пришло сообщение о самосожжении, то она радостно заявила: если буддисты хотят устроить еще одно барбекю, я с радостью им подброшу бензинчик. Вот такое замечательное высказывание в духе многих сегодняшних тоже, там, пропагандистов и политиков. Ну, можно себе представить, к какому взрыву негодования все это приводит. Министр иностранных дел Южного Вьетнама, который вообще не был буддистом, он побрил голову. То есть он стал как буддийский монах в знак протеста. После чего он попросил разрешения покинуть страну, его посадили под домашний арест. Страна бурлит, а параллельно с этим развивается другая странная, очень и такая вот загадочная история, которую обычно называют делом Манелли. Мечислав Манелли был польский дипломат, который принимал участие, представлял международные организации на переговорах между Северным и Южным Вьетнамом. В Северном Вьетнаме в этот момент очередной неурожай и голод. И Манелли вроде бы главное, что он добивается, такой договоренности, что Северный Вьетнам будет Южному поставлять уголь, а Южный Северному рис. Но параллельно он встречается с Хошимином. Тот ему говорит, как он уважает Нго Динзьема. И говорит: вы ему пожмите руку от меня, когда встретитесь. И вроде бы, как очевидно, он под шумок начинает переговоры между Севером и Югом о возможном объединении или каком-то союзе, или каком-то сближении. Вот о чем-то таком. И совершенно непонятно, чем бы это все закончилось. Но Манелли побывал на севере, потом он приезжает на юг, он встречается с Нго Динзьемом. Пожимает ли он ему руку от имени Хошимина, не знаю, наверное, пожимает. Но дальше происходит утечка. Сообщение об этих переговорах доходит до американцев. И похоже на то, что эту утечку организовал сам Нго Динзьем. То есть, если это так, то он, попросту говоря, хотел пошантажировать американцев. Вот вы нам не помогаете, а мы сейчас договоримся с Северным Вьетнамом, и вам мало не покажется. Вот это вся политика Нго Динзьема и его отношение к буддистам, и коррупция вокруг него, и вот эти вот сведения о его переговорах с Северным Вьетнамом, это все вызывает страшное недовольство южно-вьетнамской армии. Там до этого уже было несколько попыток переворота, но вот осенью 1963 года эта попытка оказывается удачной. Нго Динзьему и его брату предложили уехать. Ну, просто, значит, откажитесь от власти, уезжайте. Они не стали, при том, что президентский дворец был уже окружен. И они попытались бежать. Там был подземный ход, который вел в какую-то церковь в городе. И они выбрались из дворца. На следующий день их поймали, и они были оба убиты. Так закончилась жизнь, конечно, удивительного и очень интересного человека, но, в общем, конечно, жуткого правителя. Тут, конечно, существует вопрос, до сих пор вызывающий большой интерес, насколько американцы были в курсе этого готовившегося переворота. Есть версия, что вообще они его приготовили, чтобы не допустить сближения с Северным Китаем. Или же они, по крайней мере, были в курсе. Как только он произошел, тут же сообщили представителям ЦРУ во Вьетнаме. А вот знали ли они до этого? Трудно сказать. Хошимин, когда услышал о том, что произошло, он сказал: не могу поверить, что американцы настолько глупы. Тут всякое могло быть. Но, во всяком случае, то есть, безусловно, это не пошло на пользу ни Южному Вьетнаму, ни американцам. Потому что после убийства президента на какое-то время Южный Вьетнам погрузился в хаос. Там практически не было правительства. Там создали какой-то совет из 12 человек. Они все, естественно, интриговали друг против друга, никто ничего не контролировал. А тут еще продолжается наступление Вьетконга. Полный совершенно хаос. Только что разные американские командующие, эксперты, там ЦРУшники пишут: да мы вот-вот выиграем войну, да к концу
1963 года все закончится, и все, Южный Вьетнам в полном хаосе, ничего нет, государство просто разваливается на глазах. Не берусь судить, я не военный эксперт, но у меня такое ощущение, что они устояли вот в конце 63-го, 64 году только потому, что как раз в это время Советский Союз резко снизил свою помощь. СССР не нравилось, что Северный Вьетнам получает помощь Китая, соответственно, они срезали свои поставки. Может быть, поэтому. Может быть, просто у Вьетконга в этот момент не было сил наступать. Но вот этот период хаоса, 63-64 год, какой-то очередной генерал приходит к власти, его свергают, потом другой. Южный Вьетнам устоял. А дальше, с конца 64-го, начинается новый виток эскалации со всех сторон. Летом 64 года произошли такие смутные, очень непонятные события, когда северно-вьетнамские торпедоносцы вроде бы дважды нападали на американские авианосцы. Что довольно странно, конечно. С другой стороны, там много кто вел себя странно. Но, во всяком случае, после этого, в августе 1964 года, Конгресс принимает решение, по которому президент может сам решать, какие принять меры для борьбы против тех, кто нападает на вооруженные войска Соединенных Штатов, кто угрожает безопасности Соединенных Штатов. То есть президенту, это 64 год, уже Джонсон президент, Кеннеди уже убит, президенту развязаны руки. Он может сам решать, что ему делать во Вьетнаме. Во Вьетнам отправляют все больше и больше солдат. К концу 1965 года во Вьетнаме около 200 тысяч американских солдат, но пока тоже они в основном охраняют какие-то стратегические объекты. Если американцы участвуют в военных действиях, то это или советники, которые нам дают указания, или же это самолеты. Наземной операции нет. Соответственно, жертв американских почти нет. В это же время усиливается и укрепляется ситуация с другой стороны. В феврале 1965 года во Вьетнам приезжает Косыгин, поговорили, пообщались, помирились, грубо говоря. Снова идет советская помощь, в частности, идут ракеты «Земля-воздух», что очень важно для борьбы с самолетами. Мы знаем, какую огромную волну протестов в Америке вызывало участие американцев в войне во Вьетнаме. Еще в 1964 году Джонсон, когда он уже готовился к переизбранию своему, он говорил: мы никогда не отправим наших ребят за 9 или за 10 тысяч миль, чтобы они делали то, что вообще-то должны делать сами азиатские ребята. Пусть, значит, сами себя защищают. Но отправляют людей, отправляют. Мало того, начинается призыв. Соединенные Штаты не объявили войну Северному Вьетнаму. Это не военная ситуация. Они просто помогают Южному Вьетнаму. Но была схема призыва в мирное время. Из всего количества военнообязанных вытаскивают какие-то имена тех, кто должен пойти. Существовала отсрочка для людей, получавших высшее образование. С 1964 по 1973 год более 2 миллионов ребят, в основном, конечно, из таких низов, из рабочего класса, из тех, кто получил только среднее образование, их призывают. Многие, кстати, шли добровольно, потому что если ты шел добровольцем, ты мог сам выбрать, в каком роде войск ты будешь служить. В общем, конечно, особо никто не хотел туда отправляться. Начинаются протесты. В лекции о 60-х годах говорили о мощных студенческих протестах, которые, в частности, носили, конечно, очень сильный антивоенный характер. И с каждым годом, чем больше солдат туда отправляют, тем больше, тем мощнее эти протесты. Хотя, надо сказать, справедливости ради, что были демонстрации и за войну, были те, кто считали эту войну необходимой, особенно если мы поймем, что это происходит после Карибского кризиса, после того, как мир был поставлен на грань ядерной войны. И в этой ситуации мысль о том, что надо отбросить коммунистов, она очень многим близка. И не только тем, кто сидит там просто в кресле, но и тем, кто отправлялся туда. Хотя, конечно, антивоенные настроения становятся все сильнее и сильнее, по крайней мере, в больших городах. А между тем ситуация идет по нарастающей. С одной стороны, Вьетконг меняет свою стратегию. До этого они все-таки вели себя как партизаны. То есть они
Выходят из джунглей, какое-то нападение, небольшая стычка и убегают. Теперь они начинают уже противостоять Южному Вьетнаму в крупных сражениях. И вот тут выясняется, что вообще южно-вьетнамская армия, которую готовили, она вообще не хочет воевать. И вьетконговцы побеждают. От американцев просят помощь. И сначала, вот конец 64-й, особенно 65-й год, главная помощь – это самолеты, это бомбежки. И начинаются эти страшные бомбежки Северного Вьетнама, ковровые бомбардировки. Идея разрушить всю инфраструктуру Северного Вьетнама, чтобы те не могли помогать Вьетконгу. Попытки бешеные разрушить эту систему дорог, эту тропу Хошимина, не очень получаются. Попытки подавить Северный Вьетнам не очень получаются. И единственное, чего они добились, это то, что уже теперь не только отряды вьетконговцев сражаются, но и просто отправляются отряды северо-вьетнамской армии. А они вообще-то натренированы. Они сначала с японцами сражались, потом они с французами сражались. То есть у них боевой опыт ого-го какой. С марта 1965 года происходит важный перелом. Впервые в наземной операции участвуют 3500 американских солдат. А дальше их будет все больше и больше и больше. При этом американцы обратились к своим союзникам. И на самом деле там были не только американские войска. Там была Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Южная Корея. То есть, в общем, эти азиатские страны, которые тоже верят в эту теорию домино и тоже боятся. У них у всех есть свои коммунисты. И они поддерживают. Но Великобритания, конечно, отказалась. Ясно, что главная сила это были американские солдаты, которых все больше и больше. И вот параллельно здесь наращивается эскалация и бомбежек, и уже наземные операции, а одновременно растет возмущение в стране, когда не просто в демонстрации, скажем, или люди сжигают свои военные свидетельства. Студенты многих университетов и в Беркли, и в Колумбийском университете обвиняют свое руководство, во всех грехах они его обвиняют, конечно, но в частности в том, что разные научные разработки университетами ведутся в сотрудничестве с военными. То есть получается, что университеты работают на войну. И ситуация все накручивается. К середине 1965 года определенная стабилизация в правительстве Южного Вьетнама. После всех этих хаотических переворотов к власти приходит маршал, командующий военно-воздушными силами Южного Вьетнама, Нгуен Као Ки, человек, которого называли ковбоем, хулиганом, а он действительно, он любил так шокировать всех. Он в какой-то неожиданной одежде ходил. Его любимый аксессуар был шелковый шарф, в который он заворачивался, такой модник, любитель женщин. При этом, если ему надо было запугать своих политических противников, а там до этого он участвовал в политической борьбе, он приказывал поднять некоторое количество истребителей в воздух. Но почему-то после этого противники все с ним соглашались. Вот как-то так он решал все эти вопросы. Он становится в 1965 году премьер-министром. При нем другой военный, генерал Тхиеу, он сделан президентом, но, по сути дела, он марионетка сначала. Хотя они оба очень амбициозны, и они понимают, что им вообще-то вот вместе не ужиться. Но пока они как бы вместе. Ки в 1965 году стабилизировал ситуацию, но Тхиеу не хотел мириться вот с этим своим положением какого-то совершенно картонного президента. И в 1967 году проходят выборы, естественно, тоже совершенно сфальсифицированные, со злоупотреблениями. Тхиеу получает много голосов, потому что его люди оттеснили людей Ки, и настоящая власть теперь у него в руках. Но в любом случае, вот сначала Ки, потом Тхиеу. Я помню, в моем детстве все время говорили о жалкой клике Тхиеу и Ки. Это звучало так: кто эти люди, что это такое? Во всяком случае, кто бы из них ни был у власти, здесь определенная стабильность. И это, конечно, тоже помогает Южному Вьетнаму как-то держаться. А Северный Вьетнам, между тем, готовит мощное наступление. Вступает 1968 год. Один из крупнейших праздников во Вьетнаме, праздник Тет, это праздник наступления весны, ну, как обычно говорят, вьетнамский Новый год. Это главный праздник всего года. И вот на это время было приурочено наступление. Его очень хорошо подготовили. Вот по этим всем тропам доставили невероятное количество боеприпасов, оружия. Причем прямо в Сайгон его ввозили и в другие города, там, скажем, под видом похоронных процессий. А в гробу на самом деле везут какие-нибудь пулеметы, ружья и так далее. Огромное количество вьетконговцев проникло
в разные города, в том числе в Сайгон, в столицу, под видом людей, которые отправляются на праздник. Потому что это Новый год. Люди проводят его со своими семьями, проводят у себя дома, идут в святилище. Вот под видом празднования они проникали в разные города. И в результате в январе 1968-го начинается это наступление, когда около 80 тысяч вьетконговцев атакуют и на какое-то время захватывают более 100 городов в Южном Вьетнаме. А 19 вьетконговцев атакуют американское посольство. Ну, там разные места в Сайгоне они атаковали, но в частности вот эти вот 19 человек ворвались в американское посольство. Американцы защищались, они успели подать сигнал тревоги, приехали войска очень быстро. Из этих 18 убили, одного тяжелораненого захватили в плен. Но сам факт, что можно вот так вот подъехать к американскому посольству и захватить его, это был неожиданный поворот и ужасное унижение для американцев. С этим наступлением в Тет произошла странная вещь, потому что с военной точки зрения вьетконговцы ничего не добились. То есть они захватили эти города, и из большей части городов их в ближайшие дни выбили. Дольше всего они держались в старинной императорской столице в городе Хоэ, где они просидели 26 дней, и за это время убили там больше 2500 человек, причем замучили, всячески пытали, живыми в землю закапывали, кошмар какой-то. Затем их оттуда выбили, при том, что из-за этого старинный город, древняя столица был разрушен на 80%. Можно понять, как вьетконговцы защищались. Это было поражение Вьетконга. Они ничего не добились. Да, было очень много жертв, причем у них. Вот из этих 80 тысяч чуть ли не 40 тысяч погибло. Их выбили отовсюду. Но психологически оказалось, что они победили. Потому что, во-первых, их выбили с огромными усилиями, с множеством жертв. Один журналист записал за неким офицером американским следующую фразу. Тот объяснял, что происходило на его участке фронта, и сказал, что для того, чтобы спасти эту деревню, пришлось ее разрушить. Вот это поведение в этот момент. Это как раз то время, когда рота лейтенанта Келли зайдет в Милай. Озлобление дикое 1968 года всех против всех. А в этот момент, в феврале, из Америки во Вьетнам присылают популярнейшего человека, знаменитейшего телевизионного обозревателя Уолтера Кронкайта. Вся Америка смотрит передачу Кронкайта. И Кронкайт вообще поддерживает власть и считает правильным войну во Вьетнаме. И вот его отправляют туда, чтобы он сделал передачу, чтобы он сказал все правильные слова, поднял боевой дух и так далее и тому подобное. А он попадает как раз в период вот этого наступления. И он ведет передачу, и у него самого щелчок в голове происходит. И он говорит, да мы же здесь завязли, нам надо отсюда уходить. Якобы потом президент Джонсон сказал, ну если я потерял Кронкайта, я потерял всю Среднюю Америку. То есть все центральные штаты, все смотрят Кронкайта. Если уж он сказал, что мы завязли, ну значит мы завязли. И надо сказать, что вообще вот антивоенные выступления и в Америке, и по всему миру, конечно, очень сильно повлияли на приближение конца войны. А с другой стороны, есть другие факторы, может быть, менее бросающиеся в глаза. Война во Вьетнаме была первой войной, новости о которой все время транслировали по телевидению. Там, конечно, была военная цензура, но она была помягче, чем, например, во время Второй мировой или во время Корейской. И телевизоров стало больше. И вот во всех американских домах каждый день люди включали телевизор и видели очередные новости про очередные ужасы. Пусть даже главные ужасы им не показывали, как жгут напалмом деревни, как убивают мирное население, но они видят, что происходит что-то жуткое, и никак ничего не заканчивается. Есть такая интересная версия, что это вот первая телевизионная война, телевизор в данном случае сыграл такую прогрессивную роль, потому что он очень у многих повернул мозги, и люди стали понимать, что происходит что-то совершенно жуткое. Наступление во время Тета – это январь-февраль. Уже в мае в Париже начинаются мирные переговоры. Сначала почти полгода, там 5 месяцев ничего не происходит. То есть они что-то говорят, эти говорят, тянут резину. Ничего. И в конце концов Северный Вьетнам додавил
американцев, и Джонсон приказал приостановить все военные действия. Тогда как-то они начали о чем-то договариваться. Что характерно, что Северный Вьетнам продолжает воевать. У них был принцип «разговариваем и одновременно воюем, воюем одновременно разговариваем». То есть переговоры идут, а мы все равно воюем. Линдон Джонсон, который мог рассчитывать на второй срок, видит эту волну антивоенных выступлений, он даже не выдвигает свою кандидатуру. Победил республиканец Ричард Никсон, который всем объяснял во время предвыборной кампании, что у него есть план, как закончить войну. И это звучало очень убедительно. В чем заключался его план? Прежде всего, самое главное, это вьетнамизация войны. Американские войска, они не могут уйти сразу. Во-первых, их слишком много, и они, конечно, не могут так взять и бросить Южный Вьетнам. Но их все больше и больше убирают из военных действий, их отводят от границы с Северным Вьетнамом или там, от границы с Лаосом, убирают к побережью, в центр страны, где поспокойней. То есть начинают так вот сворачивать военные действия. А параллельно с этим Никсон, конечно, совершает удивительные вещи. Мы все понимаем, какова цена Никсону, и про Ватергейтское дело, и много чего другого. Но во всяком случае он решает развивать разрядку, что так странно немножечко, потому что только что был 1968 год, когда Советский Союз вторгся в Чехословакию. Но, однако, в 1972 году Никсон приезжает в СССР. Помню, как мы все сидели у телевизоров и смотрели невероятное дело, приземляется самолет, оттуда президент американский выходит. Ну и ну. И он точно так же приезжает в Китай. Он ведет переговоры с Брежневым, он ведет переговоры с Мао Цзэдуном. Он пытается добиться какого-то облегчения холодной войны. Насколько правильной была эта политика, тут идут большие споры, но во всяком случае ситуация начинает меняться. В Северном Вьетнаме, в частности, это приводит к тому, что выдвигается вперед группировка, которая считает, что не надо вести полномасштабные боевые действия на юге. Тем более, что вот после этого наступления было столько жертв. Лизуана, самого воинственного, отодвигают немножечко. Начинается идея о том, что мы лучше будем экономику свою развивать, ну и поддерживать какие-то отдельные там, партизанские выступления, теракты на юге. Армию свою будем беречь. Параллельно с этим развиваются другие интересные вещи. Значит, американские войска выводят постепенно из наземных операций, но бомбежки продолжаются. И в частности, в 1969 году Никсон идет на очень страшную вещь. Камбоджа вообще-то была нейтральной. И американцы все время все надеялись принца Сианука перетянуть на свою сторону. А тот, видно, сильно был испуган левыми и продолжал их поддерживать. В 1969 году, когда становится ясно, что главные силы, которые идут, вот главная поддержка партизанам идет через Лаос и через Камбоджу, то Никсон отдает приказ бомбить Камбоджу. И некоторое время американские самолеты летят на территорию нейтральной Камбоджи. Они, конечно, бомбят там вьетконговцев, но это все равно территория Камбоджи. Притом это происходит тайно, об этом даже Конгрессу не сообщается. У Никсона, как мы знаем, там тоже с законом прихотливые были отношения. Вскоре после этого, я думаю, что эти бомбардировки, конечно, тоже повлияли. И в 70-м году Сианука свергают. И к власти в Камбодже приходит проамериканское правительство. Вот, успех, ура! И действительно, новый премьер тут же требует, чтобы Вьетконг освободил все территории в Камбодже, и чтобы они ушли на территорию Вьетнама. Да, но в самой Камбодже есть свое коммунистическое партизанское движение, эти жуткие красные кхмеры. Они позже придут к власти, но они уже тут, они уже есть. И они всячески зазывают вьетконговцев. И тогда Северный Вьетнам осуществляет такое кратковременное вторжение в Камбоджу, чтобы обеспечить вот эти базы, которые находятся у границы. То есть получается какая-то абсолютно дикая, жуткая ситуация. Вот она, нейтральная страна. Значит, сначала ее одни участники войны бомбят, потом другие вторгаются. Никто никого не уважает, никаких границ, никаких договоренностей, ничего. К этому моменту американские солдаты, которых сюда привозят из бурлящей Америки, или до них доходит сообщение о том, что происходит, они время от времени отказываются идти в бой. Был такой способ саботажа, он назывался sandbagging. То
есть как мешки с песком. Отряд отправляют на разведку, скажем, в джунгли для проведения какой-то операции. Они уходят в другое место, в другую сторону, ложатся на травку и лежат. И пусть, мол, нас командиры ищут. Потом возвращаются, когда мы все выполнили. Армия начинает разваливаться. И там и преступность, и столкновения на расовой почве. Тоже, конечно, из Америки сюда приходит вот эта напряженность межрасовая. И наркотики в ужасающих количествах. В общем, армия распадается на глазах. И все больше, все быстрее и быстрее их отводят. Выясняется, что политика вьетнамизации совершенно проваливается. Потому что вьетнамская армия, может, даже и была обучена, но они совершенно не хотели сражаться. Они уже привыкли, что главный удар берут на себя американцы. И когда вот 70-й, 71-й год, там еще было наступление Северного Вьетнама, Южный Вьетнам ничего не мог сделать. Им пришлось умолять американцев, американцы отправили самолеты и бомбежкой остановили. Было понятно, что кроме Камбоджи еще через Лаос идут пути. Как раз главные пути, это главная часть тропы Хошимина – это Лаос. Американцы уже не хотели никуда лезть. Армия Южного Вьетнама попыталась вторгнуться в Лаос, чтобы разрушить эти базы. Их отбили. Получалось, что американцы уходят, но Южный Вьетнам совершенно не может сам себя защитить. Начинается постепенный вывод уже не просто на другие позиции, а вывод из страны. 15 января 1973 года было объявлено о том, что американцы прекращают какое-либо участие в военных действиях во Вьетнаме. Через неделю, 27 января, было достигнуто мирное соглашение, которое выглядело очень хорошо. Вот примерно так же, как в 1954 году соглашение французов с Вьетнамом. Была договоренность, что за 60 дней американцы полностью выводят свои войска. Остаются пока два Вьетнама, но между ними заключаются перемирия. Примерно 200 тысяч северо-вьетнамских войск находились на территории Южного Вьетнама. Пусть они пока там остаются. Перемирие, военных действий нет, переговоры. Потом будут выборы, потом будет решаться вопрос об объединении Вьетнама. Очень все красиво звучит. Как написал один историк, единственный пункт этого соглашения, который был полностью выполнен, это решение о выводе американских войск. Вот это действительно произошло. Все остальное сразу стали нарушать. То есть стали нарушать перемирие. Происходят стычки, которых все больше и больше. Практически война идет, хотя формально у них перемирие. Американцы, естественно, уходя, обещали Тхиеу финансовую помощь, оружие. В общем, очень большой пакет должен был быть помощи. Но осень 1973 года – это нефтяной кризис, это удар по всей экономике Америки. И им настолько уже не до Вьетнама. Конгресс не хочет выделять эту помощь. И ее будет все меньше, 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 пока, наконец, в 1975 году она вообще не остановится. В самом начале 1974 года президент Хиеу объявляет, что война продолжается. Собственно, ни для кого не было секретом, потому что она шла. Теперь просто он назвал вещи своими именами. В течение 1974 года идут военные действия с переменным успехом. За это время становится понятно, что не будет больше этих американских миллионов. На правительство Южного Вьетнама очень разлагающее воздействие оказывает. В декабре 1974-го мощное северо-вьетнамское наступление с территории Камбоджи. 4 месяца следующих – это полный крах южно-вьетнамской армии, которая вообще-то могла сражаться. Она была большой, у нее все-таки было вооружение, их учили столько времени. Но они деморализованы совершенно. У них очень много тоже тех, кто симпатизирует Северному Вьетнаму. Разные есть объяснения того, что произошло. Но очень большая вина возлагается на президента Тхиеу, который все предыдущие годы показывал, какой он уверенный в себе, твердый. Вот как он Ки оттеснил, вот как он свою власть укрепил. Все очень здорово. А тут он совершенно растерян. Там было несколько операций в эти месяцы, когда и так все было плохо. А он своими указаниями все сделал ужасно. Он велел отступать от гор к морю. И дальше было совершенно непонятно. Никаких от него не поступало указаний. Потом поступали одни указания, которые противоречили другим. Там, в конце концов, генерал, командовавший войсками, обратился к солдатам и сказал, что нас предали, теперь спасайся, кто может, каждый сам за себя. Все, встретимся в портовом городе на берегу. И они в полном хаосе отступают к этому Данангу. Одновременно туда бегут сотни тысяч мирных жителей, которые просто боятся коммунистов. И в результате этот прибрежный город оказывается наполнен
войсками, абсолютно хаотически отступающими, в ужасе, в отчаянии, местными жителями, которые в панике. Из Дананга пытаются эвакуироваться по морю, хотя уже тоже никаких приказов нет, и сами решают. Тоже хаос. Какие-то корабли приходят, их штурмуют буквально солдаты. Причем кораблей очень мало, и всех вывести невозможно. Там скопилось около 2 миллионов человек. Всех там гражданских, военных. Кто-то погибает под обстрелом, кто-то идет на дно, кто-то тонет. Паника. Ужас совершеннейший. В общем, какую-то часть небольшую войска успели оттуда вывести. Город захвачен со всеми возможными жестокостями. И здесь тоже такая маленькая ситуация с домино. Когда Дананг был взят, то остальные прибрежные города просто так сдались моментально. И уже северо-вьетнамские войска идут к Сайгону, где жуткая паника. 21 апреля Тхиеу его окружение вынуждает уйти в отставку. Он произносит речь по телевизору, причем он почти плачет, он там путается в словах, он сбивается. Он произносит фразу «Я ухожу в отставку, но я не дезертирую». Через несколько дней на американском самолете он улетит. Но пока что он почти плачет, он обвиняет американцев очень долго, что вот все дело в том, что они нам не дали помощь. Мы, конечно, очень храбро сражаемся, но без помощи американской нельзя сражаться без оружия. Что-то такое он говорит, пытаясь оправдать себя. Все, он в отставке, его заменяют другие, но уже ничего нельзя изменить. И вот эти вот 20 числа апреля, это паника в Сайгоне, 29-30 американцы проводят свою знаменитую операцию Frequent Wind, когда на вертолетах вывозят всех американцев. Посольство до последнего остается. Они все не верят, что такое может быть. Они, правда, благородно поступили. Они вывезли около 130 тысяч вьетнамцев, о которых было хорошо известно, что они сотрудничали с американцами. Ясно, что их жизнь была под угрозой. Все эти ужасные сцены, когда там люди пытаются прорваться в американское посольство, цепляются за вертолеты в надежде, что их вывезут. Естественно, вывозят не всех. 30 апреля войска Северного Вьетнама входят в Сайгон. Сайгон пал. Тхиеу старался дальше не показываться на публике, почти не давал интервью очень долго. Он понимал, что его очень многие винят в поражении, старался вести себя тихо. И смерть его в какой-то мере тоже такая прям жуткая, символичная. Он в разных местах жил, но последние годы он жил в Бостоне. В начале сентября 2001 года они с женой полетели на Гавайи, где они отмечали 50-летие своего брака. И в этот момент, 11 сентября, все полеты, естественно, остановлены, и этот ужас, обрушившиеся башни-близнецы. Ну и, в частности, аэропорт в Бостоне тоже не работал, потому что террористы оттуда вылетали. Но они неделю просидели на Гавайях среди этой общей паники. Он был уже старый человек, ему было под 80. Это почему-то на него произвело совершенно жуткое впечатление. То есть мне кажется, что это как-то вот соединилось с воспоминаниями о падении Сайгона, обо всем, что тогда происходило. И когда они, наконец, возвращаются домой, он совершенно бессилен, и 29 сентября он умирает. А судьба Ки другая, потому что он тоже бежал с американцами, конечно. Он в разных местах, он там был на Тайване сначала, потом он был в Америке. Но он пытался как-то участвовать в политической жизни, выступать, объединять вокруг себя иммигрантов. И уже в начале 2000-х он несколько раз, к страшному возмущению миграции вьетнамской, он прилетал во Вьетнам. Говорил о том, что вот тогда братья сражались против братьев, и это неправильно. Ну, как бы намекал на то, что американцы во всем виноваты, а мы-то с вами, что Северный Вьетнам, что Южный, и вот мы должны объединиться, и мы должны забыть старое. Вьетнам давно уже был объединен. В 1976 году произошло объединение Северного и Южного Вьетнама, и возникла единая социалистическая республика Вьетнам, которая существует до сегодняшнего дня. Но вот он говорит о том, что должны быть забыты политические расхождения, объединимся. И он много раз ездил во Вьетнам, и он пытался там американских бизнесменов привлекать во Вьетнам. Насколько ему это удалось, судить трудно. Но во всяком случае, вот он через четверть века пытался как-то возвращаться в страну и что-то для нее хорошее сделать. После падения Сайгона война завершилась. После объединения двух Вьетнамов стало, в общем,
уже абсолютно ясно то, что было понятно, наверное, и до этого, что коммунисты Северный Вьетнам одержали абсолютную победу. И Вьетнам остался, конечно, тем тяжелым шрамом в истории всего мира. И то, что потом были еще столкновения с Китаем, а рядом были Красные Кхмеры, и были столкновения с кхмерами, и то, что здесь этот регион так долго лихорадило, это, в общем, тоже последствия Вьетнамской войны. Тяжелейший вьетнамский синдром в Америке – это, естественно, тоже последствия. Наверное, эта история Вьетнамской войны должна была бы человечество научить очень многому. Тому, что не надо делать, что не надо вмешиваться в войну, которая идет на чужой территории, что уж ни в коем случае нельзя доводить своих солдат до такого состояния, чтобы они мучили, терзали, убивали мирное население, что нельзя разрешать им это. Но, к сожалению, как мы знаем, далеко не все уроки Вьетнама были усвоены. Пока. Будем надеяться, что при том огромном интересе к истории Вьетнамской войны, к истории людей, которые прошли эту войну, при невероятном количестве книг, написанных о Вьетнамской войне, фильмов, снятых о Вьетнамской войне, что все-таки как-то война эта будет осмысленно, и ее опыт в будущем человечество будет учитывать. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция, нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Если вам понравилась сегодняшняя лекция, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и сделать репост, и вы нам очень поможете. Ну и, конечно, интересно узнать, через какие художественные произведения или через какие фильмы вы открыли для себя войну во Вьетнаме. Глазами каких писателей или кинематографистов вы видите эту войну. Ваши любимые произведения о Вьетнамской войне. Жду ваших комментариев. Счастливо!